Настоящий мастер погони с отточенными рефлексами, невероятно цепкими когтями и острейшими зубами. Его успехи в охоте поразительны, но все может пойти не по плану, если на пути хищника встает малознакомое, но чрезвычайно опасное существо. В ряде ситуаций охотник не может пройти мимо и вступает в битву с созданием, чьи атаки молниеносны, а яд смертелен. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и тема сегодняшнего выпуска – противостояние рыси и рептилий. Все виды рыси являются универсальными хищниками, любимой добычей которых становятся птицы, мыши и особенно зайцеобразные. Эти прыткие создания попадают в когтистые лапы даже глубокой зимой. Но если в снежное время года выбор добычи совсем невелик, то с наступлением тепла рацион кошек заметно увеличивается. Летом встречи с малознакомыми созданиями случаются все чаще, и многочисленные рептилии также становятся ближайшими соседями лесной охотницы. Помимо внушительных размеров, змеи могут быть чрезвычайно ядовиты, и техасский гремучник, пожалуй, самый опасный противник рыси. Но эту опытную хищницу не пугают размеры. Серия мощных ударов совместно с прицельными укусами, и поверженная рептилия стремительно уносится подальше от посторонних. Хотя обычно поединки затягиваются, ведь малейшего укуса хватит, чтобы навсегда усмирить рысь. Поэтому она атакует чрезвычайно осторожно. Длинные передние лапы помогают держать дистанцию, позволяющую среагировать на сверхбыструю атаку гремучника. Чем больше змея устает, тем стремительнее и чаще атакует кошка. Наконец, когда опасность ядовитого выпада уменьшается, в дело вступают зубы, чтобы окончательно обездвижить соперника и унести в безопасное место. Хотя рысь нападает на змей не только из-за голода. Эта бычья змея лишена яда, но она все равно представляет опасность для любопытных котят, которые принимают грозного соперника за очередной объект для игр. С такой целью не нужно церемониться, и мать, срываясь с места, без лишних сомнений впивается в голову змеи. Она по-прежнему жива, но острые зубы быстро делают свое дело. Наконец, когда рептилия перестает подавать признаки жизни, мать спешит унести поверженного гостя подальше от логова. Когда малышей нет поблизости, мать подходит к делу более аккуратно, ведь укус двухметровой змеи может быть очень болезненным, поэтому на выпады кошка отвечает удивительно высокими прыжками. Даже молниеносные атаки успешно пресекаются за счет невероятно развитых рефлексов охотника. И стоит лишь змее показать свою слабость, как кошка мгновенно переходит в наступление. Убедившись, что пресмыкающаяся не представляет опасности, рысь наконец возвращается к убежищу. При этом, если матери нет рядом, малыши не подозревают об опасности и смело играют с незваным гостем. К счастью, змея не ядовита, но болезненный укус в нос станет для котенка уроком. Зато при дальнейших встречах это может спасти ему жизнь. Подросток вовремя замечает смертельно опасного гремучника, но наученный печальным опытом, он обходит рептилию стороной. Однако и у змей есть тактики, позволяющие успешно противостоять даже взрослым опытным противникам. Первым делом рептилия пытается казаться больше. Раздуваясь и приподнимая тело над землей, она максимально увеличивается в размерах, что зачастую заставляет агрессивно настроенных хищников отступить. В дополнение к этому многие змеи набирают в легкие воздух и с силой выпускают его, пытаясь впечатлить врага шипением. Или, как в случае с гремучником, используют музыкальный кончик хвоста. Но когда такие методы не срабатывают, некоторые пресмыкающиеся используют особый трюк.
Эта свиноносая змея лишена яда, и чтобы пережить атаку рыси, она притворяется мертвой. Провести противника непросто, поэтому рептилия не только переворачивается на спину, но и для большей убедительности начинает источать запах разложения. Рысь из тех хищников, которые предпочитают свежее мясо, поэтому такой ход может запросто испортить ей аппетит. Не менее эффективна тактика безногой ящерицы, которая внешне очень напоминает змею. Подобно многим другим ящерицам, в экстренной ситуации она может пожертвовать собственным хвостом. Как настоящий охотник, рысь выбирает движущуюся мишень, а в это время хозяин хвоста благополучно удаляется. Причем потерянный орган вскоре вновь вырастет на прежнем месте. Жизнь отдельных особей тесно связана с водоемами. Охотясь по берегам рек и обыскивая болота, шанс наткнуться на змею заметно увеличивается. Похоже, эта кошка не слишком голодна, но ее точно не устраивает присутствие такого соседа, поэтому в дело пускается все та же когтистая лапа, которая с силой обрушивается на змеиную голову. Рысь вряд ли в курсе, что эта змея не ядовита, поэтому ей принимаются все меры предосторожности. Наконец, застигнутая врасплох рептилия находит спасение в воде, и такой прием вводит хищницу в заблуждение. Она все еще подозревает, что противник может быть где-то поблизости. Однако далеко не все рыси столь бдительны и осторожны. Этот опытный хищник не только охотится на выдр, но и не стесняется напасть даже на аллигатора, пусть маленького, но очень свирепого. При этом его устрашающие челюсти ничуть не смущают кошку, которая безуспешно пытается вытащить рептилию из воды. Все же крокодилы, даже совсем маленькие, не лучшая мишень для этого хищника. В целом, столкновения рыси и пресмыкающихся не так часты, поэтому вероятность исхода сражения зависит от многих факторов, таких как размеры цели охотника, окружающая местность и опыт обоих участников конфликта. В большинстве случаев рысь избегает подобных схваток, но если грозит опасность потомству или ситуация с добычей пропитания слишком плачевна, рысь может вступить в драку даже с ядовитым противником, и в большинстве случаев она остается победителем, ведь ловкость и быстрота движений становятся решающими факторами в таком противостоянии. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!